Очередной вопрос. Александр, здравствуйте. Расскажите в одном из выпусков ключевые принципы тренировок без фармакологии для набора мышечной массы. Буду очень вам благодарен. Только тебе расскажу. На самом деле, дружище, глубокое заблуждение, что существуют какие-то разные методики с точки зрения, когда принимается фармакология и не принимается фармакология. Я буду сейчас говорить то, что исходило от меня и как я поступал. Я не знаю, как тренируются многие другие, какие у них методы. Мой принцип такой: как только начинаешь тренироваться, ты уже сразу начинаешь настраиваться на то, что начинаешь набирать мышечную массу. Это значит, ты должен четко быть в режиме. Это во-первых. Во-вторых, ты четко должен понимать, что твое восстановление и твои обменные процессы, они готовы потреблению пищи. Что значит? Это значит, нужно четко понимать, что сданы анализы, нужно понимать, что со здоровьем все в порядке. А значит, нужно четко работать на увеличение аппетита. Должен быть хороший аппетит. Если начинаешь тренироваться, у тебя нет аппетита, ты не можешь, грубо говоря, после расчета норм поддержки по калорийности, по белкам, жирам, углеводам, выйти на профицит в 15%, и ты не можешь его наедать, это значит проблемы. Проблемы с обменными процессами. Поэтому нету никакой, абсолютно никакой разницы между тем, когда ты тренируешься без фармакологии и на фармакологии. Потом, немножко слукавил, да, разница начинается тогда, когда на фармакологии ты можешь больше просто усваивать пищи, ту, которую ты потребляешь, но сами тренировки не должны никоим образом как-то меняться. Они могут меняться на подсознании, они будут меняться, конечно, по подъемам весов, они могут отличаться по подъему количества раз, которые ты будешь говорить, но мысленно твои действия должны никоим образом не ограничиваться, потому что часто встречаю о том, что если я не принимаю фармакологию, что в зале делать? Дружище, вот это неправильный подход абсолютно. Наша задача, если на фармакологии вы набрали 10 килограмм, то задача после того, как начинается после курсовая терапия, оставить хотя бы 4. Оставить 4, зафиксировать. То есть, грубо говоря, мы весили 90, набрали 100, нужно откатиться до 94, зафиксировать 94, подождать до следующего курса, когда пройдет 3 месяца, из 94 еще набрать 10. У нас уже будет 104. Потом оставить, грубо говоря, еще 4, у нас уже на выход 98. И по большому счету, вот таким образом вы начинаете набирать качественную мышечную массу без ущерба для здоровья. Конечно, все это нужно делать под грамотным сопровождением человека, который уже в этой теме. Нужен грамотный врач и постоянный контроль анализа. Это самое важное. Знаете, пришло время просто подвести итоги. Я вот листаю вопросы и постоянно один и тот же вопрос. Какую химию ты принимаешь? Какие у тебя дозировки? Наверняка хаваешь вот я читаю, ребята, и у меня вопрос. Вы о чем? Вы о чем? Я четко вам могу сказать, смотрите, фармакология, хоть она и под запретом, но она в принципе доступна, все ее принимают. У меня вопрос, почему у чемпионов-то единицы? Вы никогда не задумывались об этом? Уже все обожрались фармакологией, обожрались анаболиками, но результатов почему-то до сих пор нету. Не задумывались, почему? Кто задумывается о правильных тренировках, кто задумывается о правильном питании, о дисциплине, о режиме? Вы о чем? Фармакология – это не первый источник, который дает мышечную массу. Вы думаете, от фармакологии просто что-то растет? Да хрена с два. От фармакологии не растет. Фармакология только лишь может вам помочь в вашем усердии и в вашей целеустремленности. Если вам кто-то говорит другое, это просто чушь. Он убьет вас. Если у вас что-то не растет, прежде чем начать фармакологию, подумайте, все ли вы делаете правильно. Правильно вы питаетесь, правильно вы тренируетесь. Уделите внимание тренировкам. Я сейчас уже стал открыт к тренировкам. Пожалуйста, приходите в мастер-класс, собирайте группы, зовите, я покажу. Разница будет колоссальная, я убеждаю вас в этом. Между тем, что делали вы и как нужно делать. И даже на сегодняшний момент многие спортсмены, которые тренируются, находят новых тренеров. Когда профессионалы, они между собой обмениваются опытом. И даже они находят для себя что-то новое. Не только в фармакологии, друзья. Сейчас многие критики напишут здесь, да о чем ты говоришь, все фигня. Братья и сестры, я вам честно скажу, вот на себе скажу, что многие, кто употребляли большое количество фармакологии, больших глобальных результатов не добились. Вот на сегодняшний момент я не знаю таких профессионалов.
Потому что когда разговариваю, кстати, хороший аргумент по поводу гормона роста. 20, 30, 40, 50 единиц гормона роста. Вы о чем? Вы куда? Чем больше инсулина, тем больше. Вы куда лезете? Вы сдохнуть хотите? Задумайтесь то, что вы делаете. Задумайтесь. Гормон роста – это не то, что строит ваши мышцы, и вы станете больше и жестче. Пахать нужно. Пахать нужно, как умалишенным. И только тогда у вас будут результаты. Задумывайся о концентрации, задумывайся о дыхании, задумывайся о восстановлении, о питании. Вот где залог успеха. Концентрированные тренировки – это нереальный просто прогресс, который может быть. Я не буду вас переубеждать и говорить, какое количество фармакологии принимаю я. Тот, кто меня тренировал, он четко знает, что он делал, что я делаю. Да, вы можете сказать, да, ты генетический уникум. Да хрена с 2, 5, еще раз. У меня есть ряд примеров ребят, которых я тренирую. Они сейчас без фармакологии выглядят лучше, чем на фармакологии, которых напичкали в течение 5 лет. Твою мать. Задумайтесь об этом. И ни в коем случае не гробьте свое здоровье, не гробьте себя. Потому что сейчас 25, да, классно уколоть, тебя раздуло. У меня вопрос, дружище, что ты будешь делать в 40? Что с тобой будет в 40? Задумайтесь об этом. Я вам желаю удачи, ребят. И поймите, что быть здоровым – это еще не все. А вот быть здоровым, большим и здоровым по здоровью – вот это сложнее, но это гораздо лучше.